Здесь много очень. Придется ведущему войти немножко в этот разговор. Во-первых, прошу покороче и вопрос задавать, и ответы переведить тоже, поскольку желающих много, мы так сегодня не успеем всем задать вопросы. И я прошу дальше, в очереди у меня сейчас профессор Попадейкин, потом Плотников Жанна Дмитриевна. А вы вопросы пока, потом дискуссия еще будет. Пожалуйста. У меня вопрос, не хотел бы выяснить вашу позицию. Вы говорите, что компании и государства, они смыкаются. И Станислав Александрович сказал, что они очень тесно сотрудничают. Но это все внутри государства происходит. Когда компания выходит за территорию государства, вот, например, из Соединенных Штатов, у них очень жесткое законодательство. Но когда их компании выходят в мир, они уже творят все, что хотят. Как вы относитесь к проблеме международной уголовной ответственности государства за деятельность своих компаний на чужих территориях? Ну, это я имею в виду, начиная с Хапала, когда рванули американцы домой, то ли 40 тысяч положили, то ли 30 тысяч, никакой ответственности. Мексиканский залив, сотни судов в Америке выигрывают, а международная ответственность надо следить за своими компаниями, которые выходят в Индию, слабо развитые страны, но не Норвегия, конечно, это высокая страна. А когда они говорят дела... We have he has a question about what's your attitude towards international criminal responsibility in the world. We know on the case of America that they have a lot of companies in many different countries, not only in America. So, and there were a lot of cases of criminal cases in the sphere. So, what's your attitude? What can you say? I think two things. Firstly, if a company acts in a manner that is detrimental to the environment, in a knowing manner. Если первый пункт это если компания действует разрушительно для окружающей среды, whether it's in their own country or whether it is in other people's countries, неважно своя эта страна или страна какая-то другая страна, they should be held criminally liable. Конечно, они должны подвергаться какой-то ответственности и привлекаться к ответственности. And the reason for this is because if as individuals we acted in such a manner, we would be held criminally liable. Если мы будем действовать в такой манере, что мы сами будем подвергаться вот этой ответственности, then so should companies, and particularly because they have more power and they have more money and they are able to do good and they are able to act in the best interests of the country that they're in the first place. So they should be held liable. И, конечно, если люди подвергаются этой ответственности, то, конечно, такие большие отрасли, как нефтяные компании, тем более вдвойне должны подвергаться этой ответственности, потому что на них лежит ответственность за многое, за многих людей, и это совершенно другой уровень. It seems to me that there are good examples of where companies have acted in a manner that is not good for the environment, and particularly in places like Nigeria, where companies have clearly put profit before the environment. И много случаев, как, например, случай в Нигерии, где люди просто ставили перед собой задачу не защиты окружающей среды, а просто извлечения прибыли. And it's my thoughts that until we make it criminal liability, companies will continue to do so because they have lots of money, so they can just pay the fines. But there needs to be more action. И, конечно, нужно принимать больше действий, чтобы пресечь такого рода деятельность, то есть должны быть приняты меры, потому что это немаловажно. And the second thing I will say is this: companies that act in a manner that companies that act in this way because they think that the country is weak are even worse. И те компании, которые поступают таким образом просто потому, что они считают, что страна слабая, это даже еще хуже.
I've seen examples of companies that are able to conform with very, very difficult laws, like in Norway, that are very environmentally and ecologically specific and good for the environment. И я видела, как действуют компании, как, например, в Норвегии, где наоборот все это очень сложно и тяжело пробраться вообще в эту сферу какой-то компании и вот начать именно эту деятельность. But then to go to other countries where the legal institutions are not strong and destroy the environment. And because of that, there needs to be criminal responsibility because the effect is criminal on the environment and the populations. И, конечно, должны быть приняты меры в этой сфере криминалистики, то есть ответственность уголовная, потому что это действует как преступление против природы. Thank you. На секундочку, Жанна Дмитриевна, вам вопрос. Плотникова. Да, я представляю общественный экологический контроль России и директор по международной работе. The woman represents the social ecological society of Russia. Ни для кого не секрет, что в мировой экономике нефть занимает ведущую роль. И большинство стран, которые владеют нефтяными ресурсами, соответственно, их бюджет зависит от того, что они получат от этой добычи. So the budget of the it's not a secret that the budget of the country depends on this oil companies. Давайте вернемся к таблице, которая представлена здесь. So let's take a look at the table here. Политика, законодательная база, распределение нефтяных лицензий. Так вот, у меня единственный вопрос. Когда распределяются нефтяные лицензии, очевидно, с компаниями заключаются договоры на условия эксплуатации скважин. So there should be, if we take a look at allocation of the oil licenses, there is the point that there should be an agreement between the government and the company, the contract. Вопрос. У нас получается следующее. Я услышала только о том, что ставится норма добычи, не менее там 50% или еще какого-то процента. Yeah, 53% is the. I heard that only 53%. That's the right amount of oil extracted. Как прописаны условия? Это же ведь мы прекрасно понимаем, что любая нефтедобыча подразумевает под собой образование нефтешламовых полей. Юля, ты можешь перевести слово нефтешламовые поля? Yes. What is the way? What is the way to get rid of the waste? Field waste. Field waste. Yep. The role of the government. Sorry, one moment. Вот эти нефтешламовые поля, уже доказано в Европе, являются источником возобновляемой электроэнергии и тепла. Каким образом вот тут регулируются вот эти понятия? It's a very good question, and it's because Norway has developed their oil for 40 years, this is a problem that they face now. Поскольку это очень хороший вопрос, потому что Норвегия расследовала, разрабатывала какие-то способы решения этого вопроса очень много лет. And because when you first start to look at fields, in Norway, for instance, it was 40 years ago when we didn't have technology that we do today.
Например, 40 лет назад просто не было тех технологий, которые имеются сейчас. So what Norway does is they have a special class of a license that's allocated, and it goes back to these fields and it re-looks at them. И сейчас существует класс тех лицензий, которые позволяют возвращаться к старым месторождениям и снова начинать их использовать и извлекать то, что не извлекли тогда давно. And in fact, one of the most exciting things about this idea is that when Norway went back and had a look at their fields, some of the very early ones, the ones near Ekofisk, they discovered this absolutely gigantic field of oil called the Johan Sverdrup field. И было, когда, если посмотрим на случай с Норвегией, то вот был момент с этим месторождением Ekofisk. So the lesson from this is you don't just go over and you don't just give licenses once, but it's a coordination by government, and you revisit fields while there is still the infrastructure to make sure that you develop everything. Поэтому здесь важно, для государства важно именно выдавать лицензии компаниям также на повторное освоение вот этих месторождений. Я прошу прощения, вопрос не в этом. Неправильно, очевидно, переведено. Не надо повторно использовать скважины. Если скважина законсервирована и правильно законсервирована, то можно будет из нее получить добычу. Но если... Об этом идет... Нет, а я говорю о другом. Мы добываем нефть, образовываем отходы и выбрасываем их рядом. Как перерабатываются вот эти отходы? Они загрязняют, уничтожают природу вокруг этих скважин. This destroys this extraction process. It destroys nature around. So what's the way really to? It's not about the old oil that is left from old times, but just the new waste that they have after oil extraction. What to do with it? How to get rid of it? This is the biggest problem, and that is the big problem, is that you have all of these bits of fields that aren't developed, and I don't have the answer to that because I'm not a geotechnical specialist. I'm in law. But what I do know is that the coordination approach of new fields is much likely to prevent that happening. So revisiting old fields is a geotechnical question, but making sure it doesn't happen to new fields is a legal and an economic and a social question as well as environmental. Поэтому на этот вопрос, к сожалению, ответа нет. И это сейчас один из ключевых вопросов, что делать с этими отходами, которые появляются сейчас, потому что вот, если взять вопрос со старыми отходами, со старым использованием как бы неиспользованных ресурсов нефти, то да, сейчас есть к этому решение, а вот в вопросе этом я не могу дать ответ, потому что я не специалист в этой сфере, я специалист как бы в юридическом плане больше. Вопрос прозвучал следующим образом. Важнее всего в данной ситуации, и это то, что говорила Дина, важнее стоит вопрос не в том, что делать с отходами, а в том, как прописать? Я задала вопрос, как в контракте прописывается. Минутку. Каким образом, я перевожу то, что сказала наша докладчик, каким образом так выстроить законодательство, чтобы это позволяло предотвращать появление отходов? Вот об этом идет речь. Вопросы технологические мы не обсуждаем, и это было в названии темы. Ну вот я четко обратила внимание, политика законодательная и в определении выдачи лицензии. У нас система выдачи лицензирования лицензии в Норвегии, в прописывается. Австралии принципиально отличается от того, что делается в России. И здесь мы говорим об опыте, сравнительный анализ опыта Австралии и Норвегии, но не России. Здесь не анализируется опыт России. Вначале я тоже хотела сказать, что это успешный иностранный опыт, не российский. Вопрос также. Хорошо, он успешный. Но скажите мне, пожалуйста, при выдаче лицензии стоит ограничение образования отходов? Ведь они ставят задачу не менее 50%. Законодательство, которое обеспечит предотвращение образования. Запрет.
У нас тома ПДК, ПДВ, все это есть, пожалуйста, вы можете это ограничить. У них, как лицензионно, это ограничивается. Я задаю вопрос, как юридическая база предусматривает. Допустим, Евросоюз это предусматривает. А вот законодательство Австралии, вот при выдаче лицензий есть вопрос ограничения образования отходов. Ты, простите за грубость, нагадил, убери за собой. So what is it with the question of license? When the license is given, what's the limitation for the company in this question of waste? How they? That's a good question, and the question is, the answer to that is, you know, when I talked about giving the license. Some countries, like Norway, like Great Britain in the early days, put specific conditions on them. Они обложены какими-то специальными ограничениями, да, условиями. And not only did they put conditions on it, but they said if you break those conditions, you will not come back. И даже настолько, что если вы не выполняете эти условия, то вы уже не сможете дальше работать. In other countries like Australia, we don't do that. We had an oil spill in Australia in 2009, and that same company, who was without a doubt negligent, has been given more licenses and will possibly pollute again. И, к сожалению, с опытом Австралии он показывает, что вот в 2009 году была развита нефть, и, к сожалению, эта компания, она все-таки получила дальше еще лицензии на дальнейшую нефтедобычу, и есть шанс, что это опять произойдет. And what's happened in countries like Norway, who are now part of the European Economic Area, or the EEA, is that their control has been taken away from them to some extent. So for Russia, it is very good that you're independent and you can put your own conditions on. И здесь для России прекрасно то, что она не зависит от Европы, как, например, Норвегия, которая всегда облагается какими-то условиями со стороны Европы, но здесь мы можем сами развивать уже все на своих условиях и делать это с огромной выгодой для государства. And make no mistake, oil companies want to come to countries like Russia because they need access to your resources. And so it is very important for governments, all governments, not just Russia, not just Australia, to set a very high standard and to say, this is what we will accept and this is what we will not. And that is how we can encourage sustainable development. И устойчивое развитие как раз заключается в том, чтобы составить определенные, договориться об каких-то определенных условиях для всех компаний, международных также, потому что очень много компаний, которые хотят работать в России, потому что это независимая от Европы страна, и для них нужно также построить строгие условия, которые как раз-таки помогут в дальнейшем развитии. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Так, все, да? Все. Значит, я хотел спросить у молодых наших студентов, которые присутствуют, их немало. Есть ли у вас вопросы? Острые, конкретные. Так, это студенты из горного университета. Каждый инженер защиты окружающей их 5 здесь. А наши студенты есть? Здесь тоже. Не, я хочу сказать, они представляют два вуза. Московский государственный горный, Академия МНЭПУ. Ну, горный институт, как там? Или МНЭПУ? Кто из вас? А? Кто готов вопрос задать? Давайте. Куда готов? Ребят. У нас еще здесь Руден присутствует, профессор Попадейки. Он надо продевать. Нет, ребят, есть? Надежда Сергеевна, пожалуйста. Это профессор Надежда Сергеевна Кращенникова, член нашего докторского совета. Пожалуйста. Вот мне бы хотелось спросить, речь шла о сотрудничестве, да, компаний нефтяных и государства. Вот мне все время волнует вопрос, влияет ли размер компании на эффективность этого сотрудничества. Вот в последнее время идет вот объединение этих компаний нефтяных, более крупные корпорации. Вот есть какая-то здесь зависимость или это все равно? То есть и там можно организовать работу.
помедленнее, да? I'm worried about, you said about cooperation of the government and the oil companies, so there is a problem that sometimes we face small companies merging with the bigger ones, and what's the chance of a small company to have the same rights with the big company? That's a very important question, because if you sell access to petroleum, Если вы продаете доступ к нефти, then only the big companies can pay, because they have most money. то за это могут заплатить только большие компании, потому что они как раз обладают самым большим капиталом. And that's why when you allocate licenses, it is important to look at their technical capacity and their technology and their research, as well as how much money they have. Поэтому как раз важно смотреть для страны, которая предоставляет вот эту нефтяную скважину, нужно смотреть на способность компании. It is only when you look at their skills and capacity that you will find that you will get the best development of a field. И как только вы сможете оценить правильно способности этой компании и то, что они могут, вот только в этом случае это приведет к лучшему результату. А можно короткий вопрос? Да. Короткий вопрос. Сергей Николаевич Головчиков, доцент кафедры химической технологии и инженерной экологии. В Норвегии за счет добычи нефти создан фонд развития будущих поколений. Есть ли такой фонд в Австралии? So, I know that in your research there was the point about the fund in Norway, of royalties, of wealth. So, is there the same one in Australia? No, yet. No. But No. this is a problem. И это проблема. In the global financial crisis, В глобальном кризисе everybody has looked at Australia as the great nation who hasn't crashed. Everybody has looked at Australia as the great nation that hasn't crashed in the global financial crisis. Все видят, что как раз Австралия является страной, которая не пострадала во время этого глобального финансового кризиса. But we know, and we can see gathering on the horizons, big economic problems ahead. And the reason for that is because we don't take the mineral wealth money out. И мы сейчас видим, что мы еще встретимся, впереди еще стоят проблемы с экономикой, потому что мы все еще неправильно используем наши нефтяные богатства. And in fact, what's happened is that we are now talking about a two-speed economy. So for example, one of the main features of Dutch disease is a very high exchange rate of our dollar. And that's exactly what's happening with Australia. То есть в Австралии сейчас происходит то же самое, что в Дании, как это датское заболевание, что как бы Exchange rate. The exchange rate. Значит, вот курс датской кроны и доллара Very high. очень велик. And even though Да, разница. it makes it very cheap for me to travel in Europe, it makes my currency worth too much. И поэтому моя валюта стоит гораздо больше и позволяет мне путешествовать. That means that the mineral and petroleum sector is very high, but the rest of the country is struggling. Поэтому как бы получается, что нефтяной сектор он вознесен очень высоко, а все остальное страдает. This is known as a two-speed economy, and Australia is suffering from this very badly at present. Это называется двухскоростная экономика, и Австралия страдает в этом. What we need to do is take the money out and to normalise in the same way that I was talking about petroleum prices, but we won't do it because it's not politically favourable.
И как раз-таки нужно брать оттуда, и брать деньги из нефтяной сферы и распределять их по разным сферам в государстве, чтобы стабилизировать ситуацию. And I see on the horizon that Australia will have financial trouble within the next 2 years. Я вижу, что Австралия встретится с финансовым какими-то возможными трудностями, кризисом в течение 2 лет. And I want to end on this note. In 2010, Australia tried to introduce a mineral tax and a sovereign wealth fund. В 2010-м Австралия хотела ввести налог на нефть. And what it did was it brought down a prime minister, and our population voted against it. I cannot understand it. И я не понимаю почему, но люди проголосовали против. And it is part of the work that I do is to make sure that nations understand the importance of the whole package of going together. And part of sustainable development is economic stability. И здесь это как раз относится к тому, что я делаю. Я пытаюсь дать понять, что именно вот развитие целиком во всех сферах с 3 вот этими пунктами: экономическим, природным и экологическим, это как раз приводит к лучшим результатам. I hope that answers your question. Надеюсь, я ответила.